Шум вокзала с уже ничуть не удивляющими спящими повсюду людьми. Сигналы непрерывно отбывающих и прибывающих поездов словно призывают нас оставить уже полюбившиеся места и снова отправиться в путь. Сразившись с бесконечно долгой бумажной волокитой в билетных кассах, протиснувшись сквозь толпы людей, штурмующих вагоны, мы вновь готовы пронестись на скоростном поезде сотни километров по равнинам Индии. Миллионы людей готовы сутками путешествовать по самой разветвленной сети железных дорог в мире, трясясь в переполненных вагонах, отворачиваясь от назойливых нищих, или ночью, замирая в темноте, при виде таинственных силуэтов, непонятно как и когда проникнувших в поезд неизвестных людей. Но, возможно, стоит рискнуть и стрелой промчаться на длиннющем грохочущем поезде, несмотря на подстерегающие в этих переполненных вагонах неудобства, несмотря на опасность оставить все свое скромное имущество вездесущим воришкам или просто заблудиться в пути. Каким бы классом вы ни путешествовали, комфортабельным первым с отдельными купе, в переполненном общем вагоне или даже изнемогая от жары на сидячих местах, всегда можно выйти к распахнутым дверям поезда и, подставив лицо встречному ветру, наблюдать за сменяющими друг друга умиротворяющими пейзажами, которые в любой момент готовы смениться суровыми снегами великих Гималаев. Darjeeling is famous for 3 T's. You know the T alphabet T? Yes. One T is the tea, which you take tea. Yeah. That is a liquor, beverage. Another T is the tourism. You are a tourist, you signifies tourism. Third T is the timber, is the wood, forest. Дарджилинг – это небольшой городок, притаившийся среди живописных холмов у подножья Гималаев. Город, привлекающий туристов, грезящих о суровых горных вершинах. Город, окруженный обширными чайными плантациями и славящийся своими высшими сортами чая. Но попадая на его зажатые между скалами улицы, вы сразу замечаете поразительное смешение культур, лиц, типажей. Ведь Дарджилинг – это город, один из первых приютивший тысячи тибетских беженцев, которые практически вытеснили индийцев из всех сфер и областей этого места. Уже привычные нам лица мелькают лишь среди продавцов на людном овощном базаре или выглядывают из-за прилавков ювелирных магазинов. А по шумным узеньким улочкам чаще степенно шагают буддийские монахи в живописных алых одеждах или пробегают стайки тибетских школьников. बेजान दिल को बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह
दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। Большинство туристов задерживаются в Дарджилинге совсем ненадолго, упуская возможность побродить по хранящим круглый год прохладу улочкам. Одни идут к снежным вершинам, другие, оставив багаж в одной из гостиниц, упорно штурмуют окрестные горные хребты, преграждающие путь к высокогорным буддийским монастырям. Но ведь можно просто каждое утро выходить здороваться с отдувающимся, словно игрушечным паровозом, который вручную домкратами переставляет на другой путь. Крохотный, высотой чуть выше человека локомотив и 3 вагона, в которые нужно входить почти вдвое согнувшись. Этот игрушечный поезд и железная дорога были созданы англичанами около 200 лет назад, чтобы из долин Западной Бенгалии подниматься сквозь ущелья и туманы по танцующему серпантину на край Индии к подножью Гималаев. Поезд проходит по центральным улицам города, почти задевая стены окрестных домов и оглушая всех своим мощным паровозным гудком. Заблудившись среди домов, словно ласточкины гнезда, прилепленных друг к другу над обрывом, можно вдруг набрести на целый квартал мастеров-ювелиров. В Индии ношение ювелирных украшений – это признак богатства и процветания или своеобразная форма инвестиций. Любимый материал, конечно же, золото, но часто в подобных уличных мастерских используется дешевый сплав или обычное цветное стекло вместо драгоценных камней. Часто на улицах индийских городов иностранных туристов коробит вид детей, занятых вполне взрослой работой. С утра до вечера они вместе с родителями торгуют на базарах, готовят еду в уличных забегаловках или шьют и латают повседневную одежду в домашних мастерских. Но большинство детей на улицах Дарджилинга одеты в новенькую школьную форму и нагружены ранцами с учебниками. Здесь есть множество частных школ, семейных и церковных пансионов. Уровень школьного образования в Дарджилинге один из самых высоких в Индии. Аттестаты местных учебных заведений ценятся практически во всех индийских штатах. В частных школах учатся в основном дети-тибетцы, что свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни тибетской коммуны. В нее объединилось большинство беженцев из Тибета, которые замечательно приспособились к условиям жизни в этом городе. Возможно, кто-то захочет целый день просто петлять среди узких улиц в надежде встретить чопорного англичанина с тростью за следующим поворотом. Но подданные королевы Виктории уже давно покинули летнюю столицу Бенгалии, а из окон с нагромождением цветочных горшков глядят суровые лица тибетских стариков. Во время очередной прогулки по окрестностям города можно свернуть в знаменитый зоопарк Дарджилинга, где хозяйничают гималайские медведи, снежные барсы, олени, дымчатые леопарды, знаменитые красные панды и даже амурский тигр. Но почему-то большинство посетителей этого зоопарка видят лишь половину его обитателей. А где же остальные? Зоопарк знаменит не только тем, что находится на заоблачной высоте.
но и своими огромными вольерами, уходящими вглубь лесной чащи, где скрывается большинство животных вдали от решеток и любопытных глаз посетителей. Пришла пора покинуть эти удивительные места, и в этот раз мечты о покорении великих Гималаев останутся мечтами. Лишь старые, пожелтевшие фотокарточки навсегда запечатлели для нас людей, покоривших эти суровые вершины. Лишь белоснежные остроконечные пики вдруг выглянут из расступившихся облаков, на прощание ослепив нас своей красотой. Train whistle, sweet clementine, blueberries, dancers in line, cobwebs, a bakery sign, a sweet clementine, dancers in line. If living is seeing, I'm holding my breath in wonder. I wonder what happens next. A new world, a new day to I'm softly walking on air, halfway to heaven from here. Sunlight unfolds in my hair. I'm walking on air, to heaven from here. If living is seeing, I'm holding my breath in wonder. I wonder what happens next. A new world, a new day to Нас встречает прекрасный город Калькутта, раскинувшийся на берегах реки Хугли, притоке священной Ганги. Это столица Западной Бенгалии, обитель интеллигенции, за привычной для Индии грязью и нищетой, скрывающая дворцы, виллы, музеи. Этот город, стремительно меняющийся и обрастающий новыми кварталами, наполняющийся новыми людьми. Но, как и много лет назад, поклоняющийся богине Кали, воплощению великой Парвати, богини воина, рожденной для борьбы со злом. Ее сила и энергия словно пронизывает и оберегает этот город, помогая людям жить в гармонии и спокойствии.
Город живет в каком-то особом ритме, вечера здесь проводят в кафе, коротая время в жарких спорах о политике, а утро встречают в прохладе и тишине многочисленных садов и парков. Люди приходят сюда, чтобы побыть наедине с собой, чтобы настроиться на новый день. Многие, несмотря на весьма солидный возраст, заняты незатейливыми гимнастическими и дыхательными упражнениями или погружены в медитацию. Как и многие другие города Индии, Калькутта разочаровывает вас, с первых минут погружая в неприглядные улицы, опутывающие вокзалы и автобусные станции. Но узнайте ее поближе, и вы увидите настоящую жемчужину британской короны, родину многих художников и поэтов, землю, воспетую знаменитым писателем Рабиндранатом Тагором. Калькутта словно утопает в ароматах диковинных тропических цветов, которые разбавляют дневную духоту и уличный смог. Город истекает сладковатым соком кокосов, он соблазняет вас изысканными кушаньями дорогих ресторанов или загадочными блюдами, приготовленными прямо на улице. Иногда кажется, что здесь есть все – роскошные резиденции королей и традиционные восточные базары, многочисленные университеты, древние храмы и даже метро, вход в которое затерялся в уличной толчее. Именно в Калькутте в 1972 году было построено первое в Индии метро. Его линии действительно проложены под землей, в отличие от Дели, где большинство поездов проносятся прямо над оживленными улицами. Здесь всегда чисто и прохладно, и устав от духоты, царящей на переполненных улицах, можно спуститься под землю, чтобы быстро добраться на другой конец города или просто проехать несколько остановок, чтобы увидеть это столь необычный для Индии вид общественного транспорта. Несмотря на динамичное развитие города, в Калькутте еще можно найти образцы британской колониальной архитектуры, ярким примером которой является Музей Индии, построенный в 1875 году по проекту Уолтера Гринвилля. Большинство подобных зданий было возведено в конце XIX – начале XX века. Калькутта считается очень молодым по индийским меркам городом, но все же ее история началась немного раньше. Известно, что она возникла на месте торговой фактории, основанной в 1690 году английским торговцем Джоном Корнеллом. Великолепное здание музея с обширными галереями, просторными выставочными залами, с высокими потолками, украшенными резными дубовыми панелями, служит изящным обрамлением для прекрасной коллекции геологических и зоологических артефактов и для фрагментов индуистских статуй и рельефов, найденных на раскопках по всей Индии. Совершив стремительное путешествие с севера на юг, мы оказались в сердце штата Тамиль-Нанду, его столице Ченнаи. Мадрас, как его называли англичане, был в те далекие времена значительно меньше. Большая часть города образовалась позднее за счет слияния огромного количества рыбацких деревень. Южноиндийская культура обрушивается на вас внезапно, она выплескивается с экрана телевизора, она оглушает вас звуками резковатого тамильского языка, появившегося более 2000 лет назад. Она манит вас новыми запахами тамильской кухни, столь не похожей на кухню остальной Индии. Здесь едят исключительно руками, а вместо тарелок на столах иногда лишь листья бананов.
Come to me, I'll take care of you. Устав от грязного загазованного города, словно спасаясь от этого огромного монстра, распластавшегося на побережье Бенгальского залива, люди приходят сюда, на свидание к океану, дарящему покой и умиротворение. Лишь иногда тишину нарушают шелест волн и шум мотора рыбацких лодок, причаливающих к берегу с вечерним уловом. Индийцы почти никогда не купаются для удовольствия. Большинство просто не умеет плавать, а женщинам и вовсе не положено обнажаться прилюдно. Жители Ченая приходят сюда, чтобы просто отдохнуть, привести свои мысли в порядок под шум набегающих волн. Некоторые приезжают издалека, чтобы посмотреть на величественный океан, вступить ногами в его бурлящие пенистые волны. Невозможно угадать, что чувствуют люди, приходя сюда каждый вечер. Невозможно уловить ощущение человека, впервые увидевшего океан. А нужно ли нам знать, что творится сейчас в их душах? Или, возможно, стоя вместе с ними по колено в воде, ощущая щекочущие песчинки на пальцах и вглядываясь в растворяющиеся вечерние дымки горизонт, мы сможем лучше понять культуру этой страны, стать ближе к мировоззрению живущих здесь людей. Или мы просто будем мечтать о захватывающих морских приключениях, пустынных пляжах Южной Индии, пока на берег не опустится ночь, погружая все вокруг в темноту и заставляя вернуться к реальности. साजी पुरैया यानी है माया. Необычно тихие умиротворенные улицы, словно это не город вовсе, а очередная деревушка, затерявшаяся в лесах. Но все же это и есть столица штата Керала, Тривандрам. Несмотря на повседневный тяжелый труд, здесь люди словно погружены в непрерывную медитацию, а время будто бы застывает в горячем южном воздухе. В Индии до сих пор многие женщины лишены возможности получить хоть какое-то образование. Большинство вообще не работают и полностью зависят от своих мужей. Но даже в эту страну, столь ревностно оберегающую свои традиции, постепенно проникают новые веяния. Сейчас в Индии все чаще можно встретить женщин-полицейских и даже военных. И что вовсе кажется удивительным, все больше женщин штурмуют политические баррикады, иногда занимая весьма высокие посты. Разобраться в местных политических баталиях крайне сложно. На первый взгляд, все вокруг и власть тоже погружено в полный хаос, сдерживаемый лишь религиозными догмами. Здесь, вдали от больших городов, многие до сих пор малообразованы, а некоторые вообще не умеют ни читать, ни писать. Очевидно, что эти люди весьма далеки от любых политических игр. Поэтому все выборы, митинги или политические съезды и собрания часто сопровождаются базарами, аттракционами и дискотеками. Или на худой конец людей просто соблазняют бесплатным обедом, которого хватит на весь предполагаемый электорат выступающей партии. Горы бесплатного риса, вкуснейшие ароматные овощи, и вот уже скучное собрание преображается в оживленную ярмарку, а к вечеру и вовсе превратится в шумный музыкальный фестиваль.
Вдали от переполненных пляжей столь любимого туристами Гоа, все побережье усеяно рыбацкими деревушками. В каждой деревне есть своеобразная коммуна рыбаков, которые работают сообща и делят улов между своими семьями. Чаще они рыбачат, входя далеко в открытое море на моторных лодках. Но иногда, собравшись все деревни, расставляют сети недалеко от берега в надежде на богатый улов креветок или пытаясь поймать мелкую рыбешку, которую потом вялят прямо на улицах между домами. Спустя несколько часов сети вытаскивают на берег. Рыбаки, вместо штанов одетые в национальную мужскую одежду, лунги, несмотря на худобу и маленький рост, ловкими движениями тянут сеть из неотпускающего ее океана. Несколько часов ожидания и напряженной изнуряющей работы под палящим солнцем, и протяжная песенка рыбаков сменяется возгласами разочарования. С трудом вынырнувшая из океанских глубин сеть принесла с собой лишь несколько чудом запутавшихся в ней рыбешек. Но, несмотря на это, люди из поколения в поколение занимаются только рыбной ловлей. Они вместе с семьями долгие годы живут здесь, на побережье, пытаясь быть в согласии со своенравным океаном, который одним дарит тепло и ласку прозрачных волн, богатство и процветание, а другим лишь боль и разочарование. Но все же некоторым рыбакам улыбнулась удача, и с очередным уловом они стекаются на ближайший рыбный базар. Большинство подобных рынков своей грязью приводит в ужас редко захаживающих сюда туристов, которые предпочитают вкушать морские дары в дорогих ресторанах, даже не подозревая о том, что вся рыба для этих заведений каждое утро закупается на подобных базарах. This is what you get when you mess with love.
Ласковый шелест листвы и блики солнца в прозрачной воде погружают в сладкую дремоту. Теплый ветерок будто обнимает вас, словно готовый защитить и уберечь от боли и страданий, от мира огромных городов, который остался где-то далеко. Узкая полоска суши, приютившаяся на западном побережье, на самом юге полуострова Индостан. Это Керала, манящая вас уединенными пляжами, заповедниками, занимающими почти треть штата, лесами, дарящими уют и долгожданную прохладу, и уникальными каналами, причудливо изрезавшими часть побережья. Большинство людей живут здесь, вдали от больших городов. Они устраивают свои нехитрые жилища вокруг кокосовых и банановых плантаций, на подступах к рисовым полям. Среди господства природы, под сенью могучих деревьев и пальм, эти хижины, а иногда и просто палатки, кажутся ветхим островком человеческой жизни, дрейфующим в зеленом океане лесов. Но попадая сюда, заглядывая в эти скромные домики, глядя в счастливые лица детей, вы проникаетесь ощущением спокойствия и безмятежности, которого и так не хватает нам в наших бурлящих городах. कहीं बार जो गए थे कहीं जाके खो गए थे वो मौसम तो फिर आ गए Но иногда вас вдруг настигает ощущение, что эти маленькие островки цивилизации готовы сдастся под напором подступающих со всех сторон лесов. Здесь все еще сохранились те самые джунгли, которые навевают воспоминания о приключениях Маугли. Хотя Киплинг писал о лесах Западной Бенгалии, кажется, что эта история произошла именно в этих местах. Очень трудно поверить, что пронизанные солнечным светом поразительной красоты пейзажи могут таить опасность. Возможно, что по соседней тропе, в такт вашим шагам, мягко ступают лапы леопарда, или гигантская змея притаилась у ваших ног, затерявшись среди высохшей травы. Человек часто стремится завоевать, поработить дикую природу, но даже здесь, живя в гармонии с окружающим миром, люди всегда ощущают угрозу, словно подступающую со всех сторон. Но часто среди этой безмятежной красоты вы забываете обо всем. Ласковые прозрачные реки манят своей прохладой, и вот вы уже готовы погрузиться в их спокойные воды, даже не подозревая, что могут скрывать их глубины. Возможно, некоторые события оставят в вашей душе хоть какой-то отпечаток, пусть самый маленький, но его будет вполне достаточно, чтобы начать жить по-другому, чтобы переосмыслить все свое существование, чтобы быть действительно счастливыми. Или вдруг на вас разом нахлынет все, что вы испытали и увидели, и вы захлебнетесь, утонете в своих воспоминаниях, потеряв грань между прошлым и настоящим, между реальностью и мечтами. Town where I'm bound to the ground by the loneliest sound of that pounds from within, and it's pinning me down. Here is a page from the emptiest stage, a cage of the happiest cause ever made, a cage of the deadliest trap ever laid.
separate beat. And I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong. Feels like home. I should have known from my first breath. Symbiote, little friend, I call mine. Pretend that I'll make amends the next time. Befriend the glorious end of the line. And I thank you